Здравствуйте, я рада приветствовать вас на канале Ольга Санта-Ро. С вами, как всегда, Ольга. У нас сегодня гадание на тему «Что ждет в ноябре?». Итак, мои дорогие, давайте начнем. Что готовит нам будущее? Тайны будущего. Сейчас настраиваемся на гадание. Произнесите свое имя, напишите комментарий, дату рождения, знак зодиака, цвет ваших глаз. Любой комментарий, который буквально свяжет ваше подсознание с этим раскладом и поможет вам в нужный момент вспомнить нужную для вас подсказку. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. Для начала вы в сегодняшнем дне информация о вас. Первых три карты. Вы в сегодняшнем дне. Что рядом с вами, а вы не замечаете. Что готовит судьба? Что готовит судьба для вас в ноябре? Нежданно-негаданно. Что вас удивит? Что вас удивит в ноябре? Перемены, повороты. Какие вас ждут перемены, в какой сфере жизни? Дела, работа, карьера, финансы. Как будут обстоять дела в этой сфере? Ваш дом, домочадцы, близкие и родные люди. На что вы можете повлиять, что вам нужно знать и на что вы действительно можете повлиять в ноябре, что вы можете изменить к лучшему в ноябре. Итак, о чем перестанешь печалиться, в чем тебя ждет удача и к чему тебе быть готовой. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. Первых три карты. Вы в сегодняшнем дне информация о вас. Вы сейчас. Первая карта — девятка мечей. Вы знаете, вышла такая энергия. Возможно, где-то женщина, которая сейчас нуждается в определенной защите. Вышла у нас девятка мечей, принцесса жезлов и принцесса мечей. У вас есть тот момент, как будто бы удары в спину. Вы как будто бы устали. Устали от какой-то двойственности, от подлости. Устали где-то от своих тревожных мыслей, от каких-то догадок, как оно там дальше будет. От вот этого желания что-то, возможно, где-то обойти, да, где-то что-то даже не исправить, а избежать каких-то моментов. Красивая женщина, но почему-то вот идет момент, какая-то и наивность в тебе, и доброты очень много. И вот такую женщину, как будто бы есть момент, как вот удар в спину. Возможно, вас кто-то разочаровал, возможно, кто-то где-то обидел вас. Но вы знаете, вы так вышли, вот принцесса жезлов, принцесса мечей. То есть ситуация, ты младше, да, то есть кто-то старше тебя защищает. И вы можете очень удивиться. Это может быть ваш род, это может быть вот такая вот родовая по женской линии очень сильная энергия. Это может быть момент, вот сама стихия, да, к какой стихии вы относитесь, вот как сама природа, стихия, очень мощная сила стоит за тобой. Поэтому я вам скажу, что тот, кто вас обижает, тот, кто наносит вам удары именно в спину, понимаете, это даже не тот человек, которого ты видишь, потому что кого ты видишь, ты вот можешь защищаться, а здесь вот идет момент, как в спину тебе идет удар. Вот этот человек обязательно получит бумеранг. Этот человек, определенный человек, или, возможно, вне вашего там вы простили, отпустили, вы оставили это в прошлом, не имеет значения. Какая-то вот большая сила за тобой стоит. Здесь, конечно, я вам скажу, что как много пройдено, да, то есть пройден какой-то, возможно, этап, очень такой непростой. И чувствуется момент какой-то усталости, да.
хоть очень много энергии, много силы, много таланта, много вот какого-то творческого потенциала. И вместе с тем, знаете, такой характер. Вы как будто бы еще растете в своей силе. И вот этот период, он может быть таким интенсивным вот в плане вашей силы. Вы можете очень удивить свое окружение, потому что у вас будет возможность, да, проявить свою силу, показать, где вы талантливы и в чем вы сильны. Я здесь скажу, что очень такая умная девушка, умная женщина. Какие-то вот у вас ожидания каких-то новостей, да, каких-то ситуаций, и вы как будто бы уже готовы сражаться, вы уже готовы где-то отбивать какой-то удар. Но вот такой вот момент. Вы знаете, у вас очень даже, вероятно, такая вот какая-то вот родовая сила, родовая энергия, защита рода. Почему-то вот как защищает тебя кто-то, тот, кто старше. Старше прям так масштабно, да, то есть очень мощная сила за вами стоит. Хочется как-то немножечко оторваться, да, чтобы какой-то ветер перемен унес что-то. Что-то забрал, возможно, какую-то вашу печаль, ваши переживания, ваши трудности, которые у вас на сегодняшний день. Вот есть такой заговор, да, пусть печали, невзгоды улетят где-то в горы, да, и в горах заблудятся, и в горах потеряется. Вот это, как знаете, как вот этот заговор, вот эта карта, она очень так считывается. Так и вам хочется все плохое отпустить, и, возможно, где-то начать что-то с чистого листа. Где-то что-то начать сначала, где-то что-то вот действительно как подняться над чем-то, да, пройти какой-то момент перерождения, перемены. Вот так вот. Ну что ж, давайте мы еще немножечко откроем. Вы в сегодняшнем дне информация о вас. Вы сейчас, покажи нам. Ну да, у тебя прямо вот момент, ты вырастешь в этом периоде. Для вас ноябрь — это период роста. Это период, когда вот что-то прям как в руки придет, какая-то удача, успех. Там, где ты сейчас полна каких-то тревог, сомнений, переживаний. Вот какие-то вот эти сомнения, они буквально уйдут, унесет ветром. И вот что-то идет в твои руки, какое-то благосостояние, да, когда довольна жизнью будешь. Успешный для вас, очень продуктивным будет вот этот период. И именно для тебя, как для женщины. Возможно, где-то и в личной жизни, не только в материальном, но и в личной жизни будет то, что как придет к тебе как награда, да, придет к тебе как заслуженная награда. Хорошо, давайте будем смотреть дальше. Давайте мы посмотрим, что рядом с вами, а вы не замечаете. Итак, что рядом, а вы не замечаете. Двоечка пентаклей. Какие-то перемены движутся в вашу жизнь. Перемены прямо спешат на всех ветрах. Да? Шестерочка кубков. И королева кубков. Перемены какие-то. Знаете, здесь я вам так скажу. Кто-то о вас говорит, да, а кто-то прямо за вами наблюдает. Возможно, как-то издалека. Здесь может быть момент, что о тебе говорит человек, с которым ты давно не виделась. Интересуется тобой. Возможно, хочет как-то выйти на связь. То есть может очень в ближайшее время, вот на протяжении ноября, может выйти на связь человек, с которым вы не общались, ну, давно не общались. И не обязательно это может быть любовная сфера. Такое вот ощущение, что как человек как вдали стоит, но очень ему интересно, что там в твоей жизни происходит, что там вообще, да, происходит у тебя. И ощущение, что человек приближается, да, как бы идет в твою сторону, выйти к вам. Хорошо, ну давайте посмотрим еще. Давайте мы немножечко уточним, да. Уточним. Если это любовная сфера все-таки, да, посмотрим. Кто это так вот вдали, издалека тобой так интересуется? Кто это? Кто это? Ну вот похоже, что это он, да, это мужчина. Это мужчина.
Вы знаете, почему я говорю вот так, двойка пентаклей, да, а здесь аркан умеренности. Очень вероятно, что этот человек как-то вот мысли о тебе переливает с пустого в порожнее, где-то какой-то информации не хватает. Но на любовную сферу у нас вышел король мечей. Мужчина, который рассмотрел, который что-то, возможно, понял, но так или иначе желает с тобой сближения по иерофанту. Да, и возможно вы с этим человеком в паузе или в общем давно не общались, но вот здесь неожиданно человек очень может выйти на связь. Но здесь я вам скажу, мужчина в окружении двух старших арканов. То есть здесь у него намерение выйти с вами на связь очень сильное. И я бы сказала, что он о тебе вспоминает, этот мужчина. Но и более того, он что-то услышал, да, какие-то разговоры, какие-то новости о тебе к нему дошли. К нему ветром принесло вот какие-то новости о тебе. И эти новости, что ты в аркане королева кубков, что ты красивая, что ты в таких женских энергиях, что ты как-то похорошела, что ты расцвела из такой вот девчонки, да, стала вот такой элегантной женщиной. Хорошо, если это родственная связь, давайте посмотрим, спешит ли здесь кто-то, хочет ли кто-то выйти с тобой на связь. Но вы знаете, по родственной связи могут... Здесь какая-то приятная новость в вашем роду, в вашей семье, которая так или иначе вот как сплощает, да, и даже люди, которые давно не общаются, могут выйти на связь, и чтобы вот как-то порадоваться вместе. Вот здесь так идет. Хорошо, еще кто издалека хочет с тобой поговорить. Возможно, в деловом плане, да, давайте посмотрим. Если в деловом плане, кто вспоминает о тебе издалека. Ух ты, двойка кубков. Вы знаете, в деловом плане, возможно, вы работали, сотрудничали с неким мужчиной, и у вас было... Ну и у вас давно нет общения с этим человеком, а вот этот мужчина, он к вам неравнодушен был, оказывается. Да, и вспоминает он о тебе, и интересуется он твоей жизнью, потому что он к тебе был неравнодушен, этот человек. То есть у него где-то вот какая-то вот любовная, да, привязочка к тебе была. И вот он вспоминает, да, и вот он интересуется тобой, вот, и он вот хочет с тобой как-то выйти на связь. Ну вот вообще, что там у тебя в жизни? Ну вообще-то очень позитивно вышли карты, очень хорошо. Ну давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Итак, посмотрим ноябрь, да? Что готовит судьба в ноябре? Третья позиция. Что готовит судьба в ноябре? Нулевой старший аркан. Что-то новое. Ох, девочки, по нулевому аркану что-то новое. И здесь момент, рискни, понимаете? Вот совет вам, рискни, не бойся. Рядом с тобой какой-то и друг будет, который будет вот тебя подталкивать. Давай, давай, у тебя получится, попробуй, да? То есть это может быть и какое-то знакомство новое, деловое или личное. Это вот как немножечко нужно рискнуть, нужно быть рисковым, отбросить какие-то свои страхи, предубеждения, опаски, да, и прямо вот сделать шаг в неизвестность. Как бы судьба тебя подхватит в ноябре и закрутит тебя в каких-то особенных событиях. Ты можешь оказаться в центре каких-то очень интересных событий, которых вот сейчас ты не программируешь, да, которые ты не можешь предусмотреть, которые для тебя, возможно, и неожиданностью окажутся. Хорошо, смотрим дальше. Что готовит судьба в ноябре? Что готовит судьба в ноябре? А вот здесь прямо вот, девочки, действительно, надо рискнуть в ноябре. Возможность. Не просто... Вот здесь как бы идет момент. Тебя, в общем, немножечко сдерживает страх. Он не дает тебе раскрыться. Он не дает тебе... возможно, реализоваться. На это могут быть очень веские причины, то есть конкретные ограничения. И вот ноябрь дает тебе возможность выйти из этих ограничений. Здесь также, знаете, такой вот момент, что несмотря на то, что вне говорят люди, да, вот в твоем окружении, несмотря что говорят люди, ищи силу внутри себя. Ищи ответ внутри себя и рискни, потому что вот что-то новое начинается у тебя в жизни, какой-то вот вообще очень хороший период для новых начинаний, как какие-то ограничения спадают, какой-то момент, даже если, возможно, ты как-то вот казалось тебе, что ты
Тебя нельзя назвать обычной, но, возможно, какие-то вот моменты, что ты так себя считаешь, да, что вот меня не замечают, я обычная, я не выделяюсь. Это не так, это неправда. И вот именно ноябрь станет для тебя доказательством, потому что какие-то ограничения спадут, и у тебя идет какое-то обновление. И девочки, очень проходит какое-то знакомство с бравым мужчиной. Таким вот на коне мужчина. Более того, выходит прямо свободным. И ваше знакомство, пересечение может быть в деловой сфере, но вам здесь подсказка. Вот этот человек, он может как сильно что-то изменить в твоей жизни. Там, где у вас начинаются какие-то деловые контакты, они очень даже имеют перспективу перейти вот как-то вот в личную жизнь. Вот такой вот бравый, очень интересный, очень симпатичный мужчина. И вы себя почувствуете особенной рядом с этим человеком, потому что ты для него действительно особенная. И здесь нельзя сказать обычная, потому что, возможно, знаете, вот это слово прямо мне мелькает, возможно, этот мужчина и тебя увидит как необычная, необычная. Вот здесь прямо момент рискнуть. Возможно, момент не закрываться от этого мужчины, а действительно рискнуть и сделать шаг вот в неизвестность. Ну вот так вот. Хорошо, хорошо. Давайте мы спросим побольше. Вот что готовит судьба в ноябре? Вот здесь прямо выход из каких-то ограничений. Выход из ограничений, какое-то очень интенсивное, активное общение, обновление, новое какое-то, может пройти знакомство, что-то вот новое. И совет прямо рискни, рискни. Хорошо, давайте мы посмотрим еще. Посмотрим. Ух ты, император. Император. Ой, девочки, да, рискнуть стоит. Я вам скажу, что рискнуть стоит. Здесь у вас в ноябре могут быть очень какая-то вот как общение с человеком, который имеет власть. Вы можете даже притягивать таких вот статусных мужчин в ноябре. Можете вот как-то войти по деловой сфере с каким-то вот статусным человеком в ноябре, таким солидным вообще, богатым, при власти человеком. И у вас очень легко может завязаться с этим человеком общение. Очень хорошее сотрудничество, да, как будто бы вот человек тебя воспринимает правильно, достойно воспринимает. Но вообще-то вот это момент рискни, да, вот такой вот мужчина на коне. Такой вот человек в энергии, да, который видит тебя особенной. Вот и нужно рискнуть, нужно, возможно, дать шанс этому человеку, этому сотрудничеству или этому общению, потому что это мужчина, он тебя удивит, он удивит тебя. Хорошо, давайте еще посмотрим, что готовит судьба в ноябре для вас. Ой, счастье, десяточка кубков. В ноябре что-то начнется грандиозное. Вот это прекрасное начало, которое вот... вы знаете, приведет вас в десятку кубков. Ты как бы создашь что-то прекрасное, ты какая-то перспектива на будущее откроется, очень счастливая, какая-то перемена в личной жизни, обновление в личной жизни, там, где был момент вот именно ограничений, какого-то даже вашего личностного недоверия в силу, да, жизни, опыта и обстоятельств. А вот здесь у вас какая-то вот прекрасная перспектива открывается. Прекрасная перспектива в личной жизни. И нужно рисковать, да, не скрывайся за своим страхом, не прячься за своим страхом, сделай шаг, дай шанс в неизвестность. Я вот вижу здесь, что рядом с вами есть какой-то вот человек. Возможно, это друг, возможно, это коллега, это может быть кто-то из ваших родных. Но это человек, который, вы знаете, как бы подтолкнет тебя. Для тебя это будет знак. Этот человек будет давать тебе советы. Давай, иди, да, и вперед, действуй. Не будет вас останавливать, а наоборот, будет вас подталкивать. А здесь я вам скажу, что вот как бы ищи силу в себе, ищи правду в себе. И то, что вокруг тебя, это какие-то ограничения, с которыми ты можешь справиться в ноябре. Ты со многим очень справишься в ноябре.
возможно, с тем даже вопросом, который тебя сейчас беспокоит. Вот и ноябрь для тебя период, когда ты буквально как выпорхнешь. Возможно, действительно что-то угнетает сильно. Ты буквально выпорхнешь. Я вижу, что для мужчины некого, возможно, даже, что это как новые знакомства, ты для него прямо как особенное пройдешь. Будешь в его глазах особенной, и очень как-то вот вышли карты хорошо вам на ноябрь, на личную жизнь, на общение с каким-то вот значимым человеком, и в личной жизни прямо, ну вот счастье. Очень хорошо. Так, все, задевать не будем, пусть будет так, пусть будет даже еще лучше, да, девочки? Пусть будет даже лучше. Хорошо, смотрим дальше. Нежданно-негаданно. Что вас удивит в ноябре? Что для вас послужит вот просто удивлением? Нежданно-негаданно. Нежданно-негаданно. Десяточка пентаклей. Доход. Доход очень хороший. Благосостояние. И вы знаете, десятка пентаклей — это карта из земли, и карта богатства, карта семьи, благосостояния. Вот здесь какая-то вот вас неожиданность ждет, да? Так, ух ты. Вы знаете, ну вообще-то прибыль идет, неожиданная, неожиданная прибыль. Вот что-то идет сейчас, у вас что-то сейчас есть. И вы как-то, ну, в принципе, сказать, что довольствуетесь, я бы так это назвала. То есть на сегодняшний день что-то в материальном плане вы довольствуетесь тем, что есть. Но ноябрь идет вам как некий сюрприз, как то, чего вы ждете, как то, чего вы хотите. И очень проходит момент благосостояния, финансового обогащения. То есть вам в ноябре может быть какой-то подарок, повышение. Вот прямо, знаете, как в финансовом плане что-то очень хорошее вам идет. Возможно, кто-то, вот это для вас оптимальное время, покупка, продажа, приобретение какие-то, вложения. В этом периоде можете получить повышение, в этом периоде можете получить очень хорошую премию. Да, и она может вот как-то закрепиться. Вот в этом месяце, на следующий и еще, да, а там уже и вообще какое-то повышение зарплаты может быть. То есть у вас как бы начинается какой-то период материального достатка. Но в общем, для вас ноябрь нежданно-негаданно очень благоприятный в материальном плане, на приобретение. И в общем, я вам даже скажу, туз пентаклей, он в общем счастье, да? Вот счастье не только о финансах, а в общем такой вот удачливый, счастливый месяц, счастливый период для вас. Возможно, даже очень счастливый в каких-то, ну вот куда-то поехать, куда-то пойти, что-то посмотреть. Вы прям так заинтересованы. Здесь даже туз пентаклей часто показывает момент какой-то как переломный. То есть даже впечатление людей о тебе, какое-то отношение с какими-то определенными людьми могут очень сильно наладиться. Даже если вот вы сотрудничаете и понимаете, что вот там этому человеку вообще никто не нравится, никогда и никто не нравится, и к вам этот человек, возможно, не очень хорошо относится, но ноябрь может быть наполнен такими событиями, когда этому человеку к вам придется прийти, да, за какой-то помощью, за каким-то советом. Вот так или иначе вы этого человека можете как в нужный момент поддержать, тем самым как-то получив его очень мощную поддержку, да, и его расположение. То есть в этом периоде у вас могут случаться даже какие-то сложные клиенты, вам могут попадаться сложные люди, но вы как-то будете вот в этом ресурсе изменить даже отношение людей к себе в лучшую сторону. Вообще-то очень благоприятный месяц. Может быть, даже из общего плана какие-то, в общем, для очень многих людей очень хорошие новости. Касаемо вашей деятельности, работы, личной жизни, в общем, да, какая-то вот радостная весть может ждать в общем. И какие-то вот как деньги, да, подготовка к какому-то празднику, к празднику семейному, возможно, даже. Какая-то, да, вам покупают какие-то подарки, вы, возможно, ищете что-то людям в подарок, да, близким, родным. Но вообще-то я вам скажу, что как-то вот у вас конвертируется, во-первых, деньги будут приходить, а во-вторых, эти деньги будут конвертироваться в счастье. То есть если вы даже будете тратить, вот какие-то покупки будут вас очень радовать.
Возможно, вы сможете приобрести то, что давно очень хотели, и какой-то суммы денег вам не хватало. И вот она придет, эта сумма денег. И то, что, вот знаете, вот сейчас вам кажется, что вот долго еще копить, да, на что-то. А вот я вижу, что как-то получится, какая-то поддержка придет, какое-то материальное обогащение придет. И то, что вы сейчас так хотите, но, возможно, не можете себе позволить, вот ноябрь даст вам такую возможность получить то, что вы хотите. Очень приятная неожиданность вас ждет. Также десятка пентаклей — это дом, это ваша семья. И вот здесь вас очень приятно может кто-то удивить. Там, где вы, по сути, вот, ну, вот не ждете, да, это буквально как свалится вам на голову. Ну, в хорошем смысле слова. Но давайте мы посмотрим еще. Неожиданности, да, нежданно-негаданно в ноябре. Нежданно-негаданно в ноябре. Ух ты, двойка кубков. Ну хорошо, хорошо. Очень вероятно, что, возможно, это будет какой-то дорогостоящий подарок от любимого человека. Какое-то, в общем, по двоечке кубков как взаимность, да, в любви, в отношениях, обогащение личной жизни. И через любимого человека какой-то вот материальный дар, да, подарок или поддержка материального плана. И вас это приятно удивит. Ну вот, ну точно приятно удивит. Хорошо, смотрим дальше. Ну вот прям отлично. Пока что все очень хорошо. Давайте смотрим дальше. Итак, перемены, повороты. Какие перемены, какие повороты вас ожидают? Так, ну вот здесь уже начинается. Пятерка мечей, старший аркан сила, старший аркан солнца. Вот вы знаете, пятерка мечей — это, конечно, карта угрозы, карта вот такого соперничества хитрого и карта угрозы. Но также эта карта показывает, что ты сможешь разоружить своих недоброжелателей. Но вероятно, что такие, так или иначе, в ноябре себя проявят. И вот так или иначе, вот здесь слабину давать нельзя. И соглашаться на меньшее нельзя. Ведь, возможно, где-то в каком-то моменте вы будете думать, а вот стоит вообще задевать этого человека? А стоит ли там уже так уж и упираться? А надо ли оно мне уж настолько, чтобы я вот здесь вот прямо так вот вступала в такую борьбу? А я вам скажу, что надо. Вот надо. Вот в ноябре вам стоит приложить максимум усилий, отстоять свой интерес. Потому что то, что вы обретете, да, оно как-то открывает счастливое будущее для вас. То, что вы получите, откроет счастливое будущее для вас. То есть у вас здесь может по пятерке мечей быть какая-то вот нездоровая конкуренция, да, когда через хитрость, через обман, по головам, да, кто-то вот пытается впереди вас как-то прошмыгнуть, скажем так, вне очереди. Какой-то вот момент, знаете, как бы за твоей спиной могут что-то говорить. Вот здесь нужно вот свое отстоять. Возможно, кого-то стоит и на место поставить. И где-то в каком-то споре не искать компромисса, не сглаживать углы, а где-то вот высказать так, как вы видите, так, как вы считаете. Вот прям нужно, да. Здесь даже проходило, что ты в ноябре как вырастешь, возможно, в глазах людей. Там, где кто-то считает, что он сильнее, что он наглее, да, и где-то тебя обойдет, он очень ошибается. Потому что вот не в ноябре. В ноябре ты своего не упустишь. Вот ноябрь, в общем, для тебя месяц, который дает очень большие перспективы. И перемены, повороты могут быть чрезвычайно крутыми. Ты действительно здесь удивишь. Но, возможно, в ноябре может быть какой-то конфликт, какая-то конфликтная ситуация, где, знаете, как набрасывается, как какие-то шакалы, как бы опираешься на некую истину, да, на правду, но и есть на кого опереться, то есть и на твоей стороне будут какие-то люди, которые тебя поддержат. Потому вот в каких-то конфликтных ситуациях вот прямо не стоит уступать, не стоит сглаживать конфликт, а стоит вот все пресекать на корню. И если уже так хотят сцепиться с вами, ну пусть попробуют, но я вам точно скажу, что не по зубам. И все у вас будет отлично. И вы знаете, вот этот какой-то спор, он на все как-то расставит на свои места. Возможно, кто-то хочет паразитировать, вылезти вам на шею и свесить ножки. Возможно, уже хорошо очень устроился. И вот пришло время вот этого человека вот так вот аккуратненько снять с своей шеи.
Я вам скажу, что у вас получится. Я вижу, что вот какая-то вот эта конфликтная ситуация, где вы выйдете вот действительно победителем, она как-то очень хорошо отразится в общем на вашу жизнь. Да, потому что старший аркан Солнца показывает так к лучшему. Возможно, в этом конфликте, в этой спорной ситуации у вас с кем-то вообще в хлам расстроятся отношения, да, с каким-то или коллегой, или подругой. Но вот карты показывают, что это к лучшему. Так надо, так надо. Возможно, этот человек где-то в будущем тебе не нужен, он будет тебе мешать. Если уже сейчас он как-то вот за твоей спиной какие-то козни строит, то в будущем это будет иметь масштаб. И лучше вот сейчас снимать со своей шеи всякого рода паразитов и всякого рода вот людей, от которых ты, по сути, вы знаете, как видимость какой-то вот улыбки, да, а за спиной какие-то козни. И вот тебе пришло время не просто узнать об этом, тебе пришло время где-то поставить точку, удержать свою корону, да, и ты сейчас вот в силе, в энергии, как правда будет на твоей стороне. Не позволяй топтаться, ты прекрасна, ты шикарна. И не позволяй, чтобы кто-то тебя обесценивал. Вот это прямо действительно, ты докажешь свой рост, ты докажешь свою силу. И в этом периоде, вы знаете, прямо как в лучшие выходишь. Хоть, возможно, придется пройти через какую-то не очень приятную для тебя ситуацию в моменте. Но, вы знаете, как-то вы поймете, что вы не могли поступить по-другому, да? Что вы сказали то, что хотели. Что вы сделали так, как хотели. И вы не будете себя угрызать со временем, что вот, надо было как-то вот сказать еще что-то. Вот у вас будет возможность высказать вообще человеку то, что вы думаете. И вы знаете, почему-то как прошла такая вот энергия, что для кого-то это может быть очень даже человек близкий на сегодняшний день. Но, возможно, он уже как-то вашу некую старание, чтобы все было хорошо, вместо того, чтобы проявлять к вам благодарность, где-то проявляет какую-то наглость. И уже пришло время немножечко пресечь этого человека и дать ему понять, что, ну вот, справедливость должна быть справедливой, да. Вот такой вот момент. Хорошо. Смотрим дальше. Карьера. Карьера, дела и финансы, да. Что у нас будет происходить здесь? Так, здесь у нас старший аркан Суд. Я вам сразу скажу, какие-то важные события у вас будут. Это может быть как некое оглашение, да, каких-то важных новостей, как какой-то глобальный важный контракт или какие-то перемены вот на фирме, где-то в компании, там, где вы работаете. Если вы работаете на себя, здесь тоже момент какой-то важный. Вот важный момент, важный период. Важный период. Много как-то у людей вопросов будет, да, будут задавать вопросы, будет каких-то много разговоров касаемо каких-то важных новостей у вас на работе. Хорошо, да вот смотрите, опять, да, восьмерочка жезлов, спешат новости. Спешат какие-то новости, спешат огласить какие-то важные новости на работе. Возможно, о каком-то каких-то переменах, перетрубациях, вот каких-то изменениях. Здесь я вам также скажу, как некая карьерная лестница подвинется, да, то есть кто-то по состоянию здоровья может уйти, кто-то вот за выслугой лет, да, может уйти. И вот в карьерной лестнице будет какой-то сдвиг, какое-то перемещение, много новостей, как там люди меняются местами, да, какое-то вот изменение в иерархии прямо происходит. Еще и отшельник. Вы знаете, я вам здесь так скажу, в деловой сфере вам получится обойти какую-то неприятную ситуацию, как змея, да, то есть какой-то будет момент, который вы буквально рассмотрите и сможете его избежать, сможете обойти вот эту змею. Также какое-то вот как смелое и правильное, мудрое решение с вашей стороны. Но вообще-то я вам скажу, что какие-то глобальные объявления новостей. Здесь какой-то момент, знаете, что вы как в старший аркан выходите, как человек мудрый, как человек профессиональный, выходите в новый аркан. Будет вам чем осветить путь. То есть я вам скажу, очень большая перспектива на продвижение. На продвижение ваше карьерное, в вашем деле, в вашем бизнесе.
какие-то вот новости, какие-то обновления, как что-то вот знаете, какая-то перемена, перетрубация очень вероятно. Смена кадров, смена людей. Если на вас люди работают, неожиданно, да, кто-то может как-то уйти с работы, кто-то новый придет, возможно, будете набирать какой-то штат в силу расширения, но так или иначе будете осознавать, что вот вы отвечаете, на вас вся ответственность. Вот вы, если придете, если укажете, как действовать, вот будет сделано. Не проконтролируете работу, все будет стоять на месте. То есть у вас такой вот немножечко, знаете, период, тебе все видно. Тебе все видно, ты все замечаешь. Мудрых решений, да, мудрых решений. Но и в то же время немножечко может быть у вас такое состояние, что если вы не сделаете, это никто не сделает. Если вы не проконтролируете, все оно будет сделано, ну, такое себе, да. То есть везде вы нужны, везде вас надо, да, и момент как нужен, как все время где-то твой контролик, твоя подсказка. Особенно активно для людей, которые занимают руководящую должность, то есть нужно, особенно за новыми людьми, нужно присматривать. И, в принципе, очень много может быть вопросов в вашу сторону, очень много каких-то моментов, что ты должна в моменте принимать решения, брать на себя определенную ответственность. То есть здесь вот такой момент есть. Да, да, ноябрь для вас месяц, лучше вас никто не сделает. Хорошо ли это или плохо, потому что я и в общем вижу по раскладу, вы человек, которому очень свойственно на себя брать очень много ответственности. И вы знаете, вот этот момент, как будто бы вы видите, как правильно сделать. И даже если вы как-то указываете пальцем, все равно люди делают не так, как вам надо, да. То есть, возможно, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. То есть где-то в ноябре у вас это будет часто. У вас будет такой момент, что вот самому надо, да, ничего не поможет, нужно самому, и так будет самое лучше всего. Но в общем идут какие-то важные очень новости, которые, по сути, для вас прояснят ситуацию, просветят ситуацию и дадут какие-то возможности движения активного вперед. Также обойдете какую-то сможете избежать какой-то неприятности, да, сможете обойти какую-то неприятность. Опять здесь идет момент каких-то, знаете, вы как под взглядами какими-то, то есть вы как в центре внимания, на вас смотрят, вас видят, на вас ориентируется, возможно, где-то. Но и в том числе, да, вот как люди, как заглядывает, получится, не получится. Возможно, даже у вас будет момент, как вы первая идете. За вами идти легче, а вот вы идете в первое. И будут смотреть, получится у тебя, не получится. Как там у тебя получится, да? Если рисковать, пусть она рискует. Пусть, чтобы вы рисковали, чтобы вы шли первой. Как первопроходец, да, первое идете, но это также показывает, что вы можете вводить какие-то новшества, придумывать что-то новое и креативное, где-то очень быть человеком, который привносит новые идеи, новый какой-то формат. У вас будет вдохновение в ноябре на творчество. В общем, даже если вы работаете с цифрами, увидеть что-то, придумать что-то новое, ну вообще со сложными клиентами работать, да, по-новому, вот что-то новое действительно в силе привнести вот в ноябре, какое-то обновление в общем. Что касается вот финансов, я вам здесь вот скажу, вот как и здесь нам шло, но обогащение идет вам в ноябре. Вот каких-то приход финансовый, он вам очень идет в ноябре. И здесь как бы, да, если рассматривать эти карты, возможно, у вас появятся деньги, да, на какое-то, вот, возможно, кто-то какие-то курсы хочет, какое-то обновление желаете, да, у вас как на движение вперед. Ваши какие-то материальные ресурсы позволят вам двигаться вперед. Очень так, знаете, как мудрый человек с правильными решениями. Но вот даже в материальном плане, как быстрый приход финансовый, очень даже хороший. Можете какие-то новости получить, очень радостные, да, про повышение зарплаты, например, или про увеличение дохода, про увеличение клиентуры, какие-то новые контракты, новые договора. То есть очень такая вот благоприятная, в общем, энергия вам идет на деловую сферу. Хорошо, смотрим дальше. Итак, давайте посмотрим.
Дом. Что в доме? Давайте посмотрим. Дом, домочадцы, близкие, родные люди. Посмотрим. Так, что-то оставляем позади. Здесь я вам скажу, будете избавляться из каких-то старых вещей. Будете приобретать что-то новое. И, возможно, избавляться будете от вещей, которые еще, ну вот, в ресурсе, да, но уже просто устарели морально. Это может быть техника, которая вот у вас еще пока что работает, но вы хотите чего-то нового, какого-то обновления. Возможно, это какие-то вещи, одежда, какие-то мелочи, почему-то мне идут какие-то аксессуары. Возможно, будете перебирать какие-то свои личные вещи и что-то там отвезете маме, подарите сестре, где-то там отвезете на дачу. То есть это хорошие вещи, это не выбрасывать. Это хорошие вещи, но которые вот, знаете, взамен что-то придет лучше. И вы вот эти вещи просто отвезете, подарите, отдадите, да еще в такие руки, да, чтобы человек дорожил ими. Как-то вот как на сохранность, да, отвозите или отдаете на какую-то сохранность. Вот идете в лучшие, да. Понимаете, что надо, возможно, с какими-то вещами вам не то чтобы жаль расставаться, но они, возможно, тянут за собой какие-то истории из вашей жизни. И вам где-то вот хочется их сохранить, но и нужно освободить место для чего-то нового. Но, в общем, я вам скажу, что вот такая процедура в вашем доме, она действительно обновит некие энергии, притянет везение в вашу жизнь, какие-то улучшения в вашу жизнь. Потому очень даже советую вот как вещи перебрать, да, и вот ничего не выбрасывайте, отдавайте или завезите на дачу, или как-то маме на сохранность, или там кому-то передарите, передайте кому-то, да, эти вещи. Но вот выбрасывать не стоит. Почему-то вот идет момент, что вы еще эти вещи увидите потом, да, и будете что-то с этими вещами, какие-то воспоминания связаны. Ну вот такой вот момент. Хорошие вещи, но их нужно менять на новые. И время, вот знаете, какая-то возможность будет. Возможно, возможность материальная, возможно, желание, да, вот как-то к концу этого года где-то какой-то, как чтобы с этими вещами какой-то вот и негатив, и усталость, и какая-то вот ограниченность, да, чтобы вот с этими вещами тоже ушла из вашего дома. Вот прямо так и программируйте этот процесс, переберите. Вот почему-то мне идет что-то, как какие-то цепочки, какие-то, знаете, ожерелье, вот какая-то вот такая вот, кажется, мелочевка, как что-то в украшениях. Возможно, действительно будет какие-то украшения вы обновите, да, или получите что-то в подарок, а какие-то вот что-то там переберете, и вот какие-то вещицы, вот их все-таки нужно уже отдать маме, да, или сестре, или подруге, или в общем отвезти на дачу и там как-то поражать своих соседок по даче, да, в каких-то клипсах своих раритетных. Вот такой вот момент, хорошо. Но также здесь очень проходит момент техники, момент, возможно, какие-то картины, да, возможно, где-то даже что-то вы увидите, прямо как будете смотреть, любоваться той вещью, которую вы приобретете. Но она придет на место чего-то, что-то вы уберете, что-то вы меняете этой новой вещью, но она будет вас радовать, она будет очень красивой, и вы как-то прям будете любоваться этой вещью. Хорошо, давайте посмотрим еще. Дом, ух ты, у нас здесь колесо фортуны на дом, девочки, вышло. Удача, везение, прям такая фортуна, какие-то улучшения, вы в центре внимания, как-то все вертится, крутится. Может очень спровоцировать какие-то глобальные перемены, и не просто смена каких-то мелочей, а может очень глобальные какие-то перемены закружить. Но в принципе карта очень хорошая. Карта удачи, карта движения, карты прекрасных перемен, фартовых перемен. Возможно, вам буквально повезет. Здесь у кого-то может быть, если вы как-то снимаете жилье или хотите что-то поменять в жилье, возможно, кто-то живет сейчас с мамой, а события так могут повернуться, да, что вы, возможно, к концу ноября будете собирать, что вы берете с собой, а что вы оставляете в родительском доме.
А что вы берете с собой, вот, возможно, в новое жилье, там, где вы будете хозяйка? То есть у вас вот какой-то вот очень благоприятный период на такие перемены. Очень благоприятный. То есть вот смена обстановки вот этим не закончится. Для кого-то может быть, что вы как-то в новое жилье какое-то можете переезжать. Или, в общем, такие произвести трансформации в своем доме, что будете ощущать, вот я как будто бы в другой квартире, да, в другом доме, в другом жилище. До неузнаваемости перемены могут быть. А у кого-то может быть, что вы действительно переедете на другую квартиру, если вы снимаете, возможно, вам подвернется очень какой-то удачный вообще вариант, возможно, за какие-то смешные деньги и в очень хорошие условия. И также, если у вас как-то вы в родительском доме, у вас очень вероятно как какая-то вот смена обстановки, как вы сама себе хозяйка, да, и что-то вы прямо как оставите со своими воспоминаниями, что-то вот оставите в родительском доме, а что-то вот самое лучшее заберете с собой в некую обновленную жизнь. Хорошо, ну вот и здесь у нас принцесса Пентаклей. Такая очень прямо проходит сегодня, знаете, наполненность энергиями, молодыми. Будете очень хорошо выглядеть. Такие трансформации со внешности, они подчеркнут вашу свежесть. И вот прямо будут говорить, ты прям 5 лет сбросила, вот как помолодела, да. Это может быть что-то и в вашем гардеробе, что-то со внешностью, что-то с настроением или с личной жизнью. Это тоже очень, да, хорошее настроение, оно всегда нам добавляет молодости. Вот здесь у вас будет это хорошее настроение. Будет. И будете очень как-то вот свежо, молодо выглядеть. Вот прямо такая вот энергия молодая, да, будет. Очень даже может быть много контактов с молодыми людьми. И если у вас сестра или дочь, у вас очень могут наладиться отношения, да, такая вот близость. То есть по душам поговорить, где-то о наболевшем рассказать, вместе посмеяться, вместе наряжаться, да, куда-то собираться. То есть вот какая-то вот такая энергия. Очень, очень приятная. Хорошо, давайте мы посмотрим. Непредвиденные траты, возможны ли касаемо вот вашего дома и жилища? Непредвиденные траты. Ох, 7 мечей. Вы знаете, вы можете что-то потерять. Вот по 7 мечей, знаете, вы можете это воспринимать, что вы потеряли, а возможно у вас кто-то вот и перчатки может ваши утянуть. Какая-то мелочь, конечно, но возможно это вас немножечко расстроит. А с другой стороны, вы купите другие еще лучше. И, возможно, даже будете думать, ну и хорошо, что потеряла, да, вот приобрела себе, буду вот шикарная, буду роскошная, да, вот это прям роскошь какая-то, что-то вот такое прям приобретете, возможно, смехом, возможно, какие-то качественные, дорогое, да, и вот как роскошь какая-то. Но какая-то вот потеря мелкая, какая-то вот знаете, вот мы спрашиваем, непредвиденные расходы, вероятны ли? Да, вероятны. Вероятно. И вы можете думать, что вы потеряли какую-то мелочь. Здесь проходит, что у вас может кто-то умыкнуть вот это. Отпускайте с такими словами, чтобы с горем, с печалью и болезнями. Пусть забирает, да? Тот, кто украл, пусть забирает это с печалью, с проблемами, с болезнями вашими. Пусть берет, ну вот эту энергию, пусть берет себе. Вот такой момент. А здесь нам идет, да, что вот как получит обратку человек, который вас обидит или какое-то лихое будет за вашей спиной думать. Но это непредвиденный расход. Вероятен ли? Вероятен, девочки. Может, очень даже может быть. К сожалению. Ну, давайте посмотрим еще, да? Давайте посмотрим еще. Угу. Также расходы, да, могут быть на какие-то приобретения касаемо вашей внешности. Можете быть, знаете, как бы в таком решении покупать, не покупать, надо, не надо. Девочки, вы знаете, конечно, в силу возможностей, но радовать себя необходимо. Ну вот просто нужно. Возможно, где-то не запланировано, да, и вот эти перчатки могут за собой потянуть еще какие-то приятные покупочки. Но вот надо себя радовать обязательно.
Да. Я вижу, что вы можете как-то в раздумьях, да, пойти домой, но покоя уже не будет. На следующий день можете прийти и приобрести все-таки ту вещь, которая вам очень понравилась. Я вам скажу, что она вас дождется. Вот та вещь, которая вам понравилась, она вас дождется. Хоть, возможно, вы как-то будете думать, нужно с этим переночевать, надо оно мне, не надо оно мне. Но вот этот соблазн, да, купить то, что нравится, он у вас будет, и, возможно, это будет покупка незапланированная. Хорошо, давайте мы посмотрим касаемо здоровья. Здоровья ваших близких, родных. Как у нас здесь обстоят дела будут. Императрица, вы знаете, очень хорошо. Очень хорошо. Это вообще такая спокойная энергия, благодатная. Может быть очень связана с родителями. Да? Если у вас... вы беспокоитесь о здоровье родителей или о здоровье, в общем, близких, родных своих. Вот здесь прямо какая-то вот как тихое и такое вот исцеление плавное, равномерное. Я не могу сказать, что прям резкое, но может приятно удивить результат. Но это не есть какой-то быстрый результат. Это вот плавное такое, вот знаете, вот состояние спокойствия, затишья. Хорошо, еще, что касаемо вашего здоровья, давайте спросим. Здесь прямо 4 жезлов. Ну, касаемо вашего здоровья, здесь очень может проходить, что вам некоторое время, да, вы как можете на паузу стать. То есть несколько дней можете где-то приболеть, какая-то даже может быть момент недомогания. И здесь прямо совет сидеть дома. То есть, если чуть вы чувствуете какое-то недомогание, не бойтесь, что вы где-то там в работе что-то упустите, что вы где-то будете не в курсе каких-то дел, обязательно оставайтесь дома. То есть, если такое вот недомогание какое-то будет, оставайтесь дома, посмотрите сериальчик, отогрейтесь, да, отоспитесь, отдохните. Где-то, возможно, какая-то незначительная пауза на несколько дней, она вам может быть очень нужна. Но я вам скажу, что это какой-то краткосрочный, то есть это может быть 4 дня. Такое вот состояние, да, тяжелой головы. Вот оно здесь может быть. И здесь прямо нужно дать себе немножечко вот отдыха, буквально посмотреть вот сериалы на всех правах, да, не угрызая себя, что где-то ты чего-то не успела или где-то ты что-то упускаешь. Ничего не упустите, все будет отлично, но вот касаемо здоровья вышла вот такая карта, что может быть такое незначительное недомогание несколько дней, и здесь просто нужно брать больничный или просто брать какие-то отгулы, смотреть сериалы, отогреться вот дома под одеялом, абсолютно без каких-либо угрызений совести. Хорошо, еще в доме какие перемены, какие вот события. 6 жезлов, прямо победа. Я вам скажу, что сложится так, как вы хотите. Очень много сможете реализовать, очень много успеете касаемо домочадцев, близких, родных, касаемо вашего дома. Как-то вы выйдете, ну вот как-то вперед, да, многое успеете. Возможно, даже какая-то подготовка к каким-то праздникам, что-то будете организовывать, сами будете зачинщиком какого-то праздника или причиной какого-то праздника можете быть вы. Ну, вы знаете, да, потому что здесь у нас 4 жезлов, да, выходит как некий такой момент, как даже свое недомогание можно использовать как время отдыха и как-то вот расслабиться и наслаждаться. И, в общем, да, идет 6 жезлов. Это карта победителя. Это карта, ты еще удивишь всех, да. И в твоем доме будет и красота, и все у тебя будет отлично. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. И посмотрим мы, что вы можете изменить. Что сможете изменить. Так. Девочки, смотрите, общение с неким магом, с мужчиной. Сможете изменить общение с этим человеком. Он как за шансом каким-то хочет прийти. Знаете, этот маг, он размышляет, дашь ты ему шанс или ты его отсечешь. У вас какая-то перемена очень вероятна с мужчиной. Мужчина очень талантливым, таким вот предприимчивым. Очень интересным. Этот человек открыт к общению с тобой. И вы знаете, этот мужчина, он сейчас размышляет, дашь ты ему шанс или ты его отсечешь по карте башни. Кто-то хочет с вами выйти на связь. И вот с этим человеком вам действительно получится, ну, как-то для себя в лучшую сторону изменить общение. Ну, вот какой-то мужчина у нас вышел.
Вышел у нас мужчина, который желает ухаживать, который желает действовать, и за шансом придет к тебе в ноябре. И ты как-то, и он как-то, знаете, думает, дашь ты ему шанс или нет. И вы, возможно, размышляете, как на самом деле. Хорошо, какой здесь советы дадут карты? Старший аркан звезда. Тройка жезлов. У тебя будет встреча долгожданная с этим человеком. Какая-то долгожданная встреча вас ждет с этим мужчиной. И он вас удивит своим каким-то подходом, ухаживаниями, своими проявлениями. Что вы можете изменить? У вас в общем в ноябре изменится общение с этим человеком. Он придет за шансом, какой-то мужчина будет к вам проявляться. Возможно, вы с этим человеком ждете встречи, возможно, вы с этим человеком сейчас на расстоянии. Вот очень вероятно, что ноябрь неожиданно, да, вот этот мужчина проявится, состоится у вас встреча какая-то долгожданная. Во всяком случае, я вам скажу, что этот мужчина к вам спешит. И у вас будет возможность с этим мужчиной вот действительно как вывести ваши отношения вот на другой уровень. Так, как вы хотите, так, как вы ждете. Вот так вот, очень хорошо. Давайте посмотрим дальше. И посмотрим мы. О чем перестанешь печалиться? О чем перестанешь печалиться? Вышла колесница. Возможно, переживаете о какой-то дороге или действительно о человеке, который находится на расстоянии. Вот перестанешь печалиться, раз как-то разрешится вот здесь вопрос какой-то важный касаемо этого человека. Очень вероятный приезд. Вообще все, что связано с дорогой, все, что связано с транспортом, не будешь печалиться, все очень хорошо будет. Возможно, кто-то или покупает, продает автомобиль, или какой-то ремонт, или какая-то, вот здесь перестанешь печалиться. То есть все пройдет очень хорошо, очень быстро, очень как-то вот профессионально. Также эта карта может показывать, печалишься о человеке, который находится далеко, на расстоянии от тебя. Перестанешь печалиться. Очень вероятно, что состоится встреча или получишь очень благоприятные новости об этом человеке. Вообще-то все, что на колесах и кто, вот знаете, автомобили, передвижения, дороги, вот здесь не будешь печалиться, потому что все будет очень хорошо. Все дороги вам открыты, и с транспортом у вас очень хорошее взаимодействие, в общем, в ноябре. Хорошо. В чем тебя ждет удача? Ух ты, девочки, у нас здесь старший аркан влюбленные. И вот закрыть хочу старший аркан звезда. Да, и все карты такие вот откровенные, и как бы это все вот нам... Давайте еще одну карту потяну. Ага, и здесь у нас вышла семерка кубков. Неожиданно, но здесь у нас уже 3 карты. Старший аркан влюбленные. В чем тебя ждет удача? Конечно, в первую очередь это любовь. Ждет удача в любви. Но также эта карта может показывать выбор. Ждет тебя удача в выборе, то есть правильный выбор сделаешь. Выбор, который поможет тебе осуществить твою мечту. Хоть сейчас думаешь, что это просто мечтания какие-то, что это просто, да, твои фантазии. Ну вот мечтай больше, потому что твои мечты осуществятся. Вообще я вам хочу сказать, что в ноябре, если вы даете какой-то срок какому-то событию или какому-то своему желанию, вот в ноябре что-то случится, то, о чем вы мечтаете. Мечтаете, возможно, так, да, оно когда-то там далеко реализуется, оно вот в ноябре может уже начаться вот эта реализация желаемого, каких-то реализация ваших планов, да, и вот какой-то правильный ваш выбор поможет вот какие-то ваши мечты, планы на сегодняшний день реализовать очень-очень продуктивно. Но вообще-то здесь в чем повезет, да, в чем тебя ждет удача? В любви, о которой мечтаешь, возможно, но видишь сейчас что-то нереальным, а оно вот случится именно в ноябре. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. К чему вам быть готовой? Вот к чему быть готовой? Ну, конечно, у нас здесь вышел принц кубков, да, рыцарь кубков у нас вышел. К чему быть готовой? Вообще-то рыцарь кубков, он часто показывает хорошие новости. Хорошие, добрые новости. Касаемо дел, касаемо личной жизни, здоровья. Вот хорошие новости, которые вот на твой порог идут. Также это человек, мужчина с любовным интересом,
который вот как-то окрылен своим чувством, оно уже не привязано к чему-то материальному, оно такое капризное, да, оно не поддается каким-то уговорам и очень может говорить о некой проявлении истинных чувств. Вот будь готова к хорошим новостям и к проявлению истинных чувств по отношению к тебе. От близких, от родных и очень вероятно от мужчины, который с любовным интересом вот прямо движется в твою жизнь. Вот здесь у нас прямо выходило, да, на что можешь повлиять. Мужчина какой-то придет за шансом, да, сейчас в растерянности, дашь ты ему шанс или нет. И вот здесь ты можешь очень многое изменить в отношении с этим человеком. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Пусть лучшее из этого расклада исполнится. Счастья, радости, любви, смелого, благородного мужчину в жизни каждой женщины. Добрых людей на вашем жизненном пути. Хороших людей больше. На этом все. Мира в ваш дом, счастья в ваше сердце и всего вам самого-самого лучшего от Ольги Сан Таро. До новых встреч!